Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, на мой взгляд, довольно интересный грузовой автомобиль. Это каналопромывочная машина КО 514 на шасси КамАЗ-43253. Модель ручной работы от мастерской Кимерия. Я думаю, многим из вас знакома данная мастерская по своим грузовым и легковым автомобилям, как отечественной, так и зарубежной техники. И данная мастерская была основана в 90-е годы, и на то время эти модели пользовались огромным спросом, потому что не было других аналогов, плюс у Кимерии было довольно высокое качество изготовления на тот момент. И, конечно, сейчас эти модели сильно потеснили такие изделия, как Автоистория, Start-Scale Models и другие промышленные масштабные копии, изготовленные в Китае. И сейчас Кимерия выпускает модели под заказ, и они стоят довольно больших денег, и у этих моделей довольно узкий круг коллекционеров. И можно сказать, я один из них. Мне очень нравятся подобные масштабные модели, сделанные методом гальванотехники, и этот метод можно назвать на сегодняшний день экзотическим. Делается тоненькая кабина или скорлупка, корпус масштабной копии, и обвешивается деталями из эпоксидной смолы. И давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный грузовичок поближе. И для сравнения я вам приготовил еще 3 КамАЗа, которые есть в моей коллекции. Это уже модели промышленного производства. Одна модель от Эликона, это старый самосвал. Вторая модель из журнальной серии «От Зайцевского дома до Гостини». И третья модель от Автоистории. И здесь модель поставляется в картонной коробке белого цвета. Картонная коробка тоже изготовлена из обычного листа картона. Указан прототип КамАЗ КО 514. И с этими моделями нужно быть очень аккуратным, потому что они очень-очень хрупкие. И не всегда эти модели переживают пересылку. Но, к счастью, ко мне КамАЗ дошел без видимых повреждений. Я немножко подклеил кабину, она отстыковалась при транспортировке. И эта модель ко мне в коллекцию попала совершенно случайно. Ее мне подарил мой коллега Дмитрий, за что ему огромное спасибо. И эта модель займет достойное место в моей коллекции. У меня есть модели от Кимерии, правда нету ни одного КамАЗа. И это первый КамАЗ от Кимерии в моей коллекции. Очень ажурно изготовлена надстройка. Также модель аккуратно покрашена, и в плане покраски она ничуть не уступает промышленным изделиям. Нету видимых пятнышек клея. Хорошо изготовлена кабина. Осветительная техника спереди сделана из прозрачных элементов, плюс подложка из фольги, и поворотники нанесены оранжевым лаком. Сквозные отверстия в облицовке радиатора, присутствует надпись КамАЗ. Также установили регистрационные номерные знаки. Дворнички здесь сделаны из фототравления. Поручень сделан как будто из небольшой скрепки, но на самом деле это небольшой пруток. Плюс самостоятельно изготовлены зеркала заднего вида. Тоже из прутков, корпус и краской обозначено само зеркальце. Можно было сделать более ажурную деталь, но что есть, то есть. И, кстати, можно заменить эти зеркала на элементы из фототравления, но на своей модели я оставлю их в первозданном виде. Буду хранить ее в оригинале. Присутствует запасное колесо, топливный бак, ящик под аккумулятор, карданный вал, выхлопная система. У этого КамАЗа довольно хорошо проработан двигатель, но его сложно рассмотреть из-за того, что кабина неподъемная. И что мне понравилось у данного КамАЗа, это функционал на надстройке. Как видите, здесь присутствует небольшая задвижка, ее можно аккуратно снять. И открываются задние створки. Довольно хорошо проработано оборудование, находящееся внутри. И посмотрите, как ажурно сделаны петли на створках. Выглядят они очень реалистично. Ну, давайте поставим обратно задвижку. Довольно сложно попасть в маленькие отверстия, но вот таким образом она фиксируется. Задние фонари здесь сделаны из прозрачного пластика, чем-то напоминают эликоновские задние фонари. Противоподкатный брус сделан из полимера. Покрышки и колесные диски от Maestro Models.
Очень хорошая детализация покрышек, имеется боковая маркировка, указан производитель шин Кама 510 или 310. Плохо видно. И давайте покажу другие КАМАЗы, которые есть в моей коллекции. Первый КАМАЗ-самосвал от Эликон с похожей кабиной. И как вы можете видеть, здесь кабина сделана намного грубее, чем у модели от Кимерии. И было заблуждение, что Кимерия копировала кабину от эликоновских КАМАЗов. Это не так. Кабина у них собственной разработки, она отличается от этого изделия. Подъемный кузов. Довольно хорошо проработан двигатель на то время. И, конечно, по нынешним меркам этот КАМАЗ больше похож на детскую игрушку, но не стоит забывать, что это разработка начала 80-х годов, и на то время других аналогов попросту не было. И у многих людей сохранились старые модели от Эликона, у меня в том числе, я их храню ради истории, и, в принципе, мне очень нравятся рабочие подвески у этих КАМАЗов. Подпружиненные колесики, но рама здесь сделана по типу плитки шоколада. Модель довольно тяжелая из-за того, что большая часть ее это металл. Ну, вот так выглядят модели, стоя рядышком на полке друг с другом. И покажу вам другой КАМАЗ. Модификация 5320 и журнальная серия от издательского дома Де Агостини. Очень удачная модель, неоднократно демонстрировал ее в своих видеороликах. Покажу еще раз в этом видео, возможно, кто-то из вас ее не видел. Откидывается кабина, хорошо проработан двигатель. Изначально кабина здесь была статичная, она фиксировалась двумя шурупчиками, плюс была пролита клеем вот в этих местах. И я срезал клей, открутил шурупчики и сделал кабину полностью функциональной. Здесь уже лучше проработаны зеркала заднего вида, а вот стеклоочистители выглядят более грубо. И я думаю, лучше бы было, если бы они были черного цвета, потому что в серебристом цвете они смотрятся очень толстыми. Интерьер из черного пластика, окрашенного в массе. Присутствуют дверные карты. И, кстати, у модели от Кимерии тоже интерьер черного цвета. Правда, он уже окрашен черной краской. И покажу вам третий КАМАЗ для сравнения. Это сидельный тягач. Тоже похожая кабина. Имеются сквозные отверстия на облицовке радиатора. На этот КАМАЗ я поставил регистрационные номерные знаки, других доработок не делал. И изначально здесь идут довольно хорошие покрышки с боковой маркировкой. И нету смысла менять эту резину на аналог от Maestro Models. Было время, когда у SSM и Автоистории была низкокачественная резина, но потом они научились делать хорошие покрышки, и сейчас у них покрышки имеют хорошую боковую маркировку. Так проработана нижняя часть. У этого грузовика металлическая рама. А рама у модели от Кимерия сделана из полимера. Но несмотря на это, грузовик довольно тяжелый. Из-за того, что у него довольно массивная надстройка. Вот так выглядит нижняя часть. Можно еще раз посмотреть. Присутствует наклеечка с надписью Кимерия. Хорошо сделана задняя балка. Ажурно изготовлены брызговички. Они очень тоненькие. И эта модель вполне конкурентоспособна. По уровню своей детализации я бы ее приблизил к продукции Startscale Motors. Еще бы не хватало сделать кабину функциональной. Я думаю, что это можно реализовать, сделать небольшие крепления, кронштейнчики, и тогда кабина будет откидываться. Еще раз повторюсь, здесь вполне хорошая проработка моторного отсека.
Вот такая замечательная модель, которая может стать украшением вашей коллекции, если вы собираете отечественные грузовики, также модели ручной работы. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о мастерской Киммерия, также что вы думаете о КамАЗе КО 514 в частности. Понравился ли вам данный видеоролик? Если да, то поддержите его лайком. Не забывайте вступить в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. И также можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.